Ола, амигос! Итак, в мой первый день задача добраться до Ушуаи на огненной земле. Я решил использовать вариант с паромом до Порвенира. Эта дорога самая короткая. Паром Патагон покинул порт Пунта-Аренас и движется в сторону огненной земли. Почему, собственно говоря, огненная земля? На самом деле все достаточно просто. Магеллан, когда изучал этот пролив, он 40 дней пытался найти по нему проход в Тихий океан. Так вот, по ночам на берегах он замечал много огней. Это на самом деле местные жители жгли костры, но Магеллану показалось, что это вулканическая активность, и он назвал это место огненной землей. Для Магеллана это была неизведанная земля, а для меня терра инкогнита – это езда на мото по неасфальтированным дорогам. Условия оказались те еще. Облачность на уровне дороги, перепады высот на холмах и сама дорога местами с очень нехорошей колейностью. Очень, знаете ли, бодрит, когда по прямой жопу мотоцикла начинает переставлять. Один раз был очень близок к тому, чтобы уронить мод. Загуляло даже переднее колесо, но хвала инженерам BMW. Смущали еще гуанаки. Такое впечатление, что им нравится тусить около дороги и перебегать ее. Вот только в тумане видимостью 50-100 метров это вызывало чуть другие эмоции, нежели умиление. После спуска обратно к океану дорога улучшилась, и я уже смог расслабиться и больше обращать внимание на виды вокруг. Хотя все равно начинать с дорогу со 100 км грунтовки так себе развлечение. Но с перекрестка с 257 начался отличный асфальт, и я полетел к своему первому сухопутному погранпереходу границы между Чили и Аргентиной. Первая задача в Аргентине – достать местные песо для заправки. Пробую на удачу в каком-то маленьком городке на краю света снять кэш с банкомата, и чудо, Union Pay работает. И тут же еще одно чудо. Такие крутые тачки можно встретить на юге Аргентины. Феррари? Ламборджини? Вот. Огнище. Ладно, пошутили и хватит. Дорога до Ушуаи оказалась чем дальше, тем красивее и драйвовее. Когда дорога после Толюина пошла в горы, это был чистый кайф. И от самой дороги, и от видов вокруг.
В сам городок приехал уже под вечер, и после заселения пошел прогуляться по его улочкам. Очень популярное туристическое место оказалось, с кучей ресторанов и магазинчиков. Кстати, насчет ресторанов. Надо бы подкрепаться.